Приветствую всех, кто смотрит наш канал, посвященный обучению Android разработки. Урок 27. В этом уроке читаем Action is Intent. На прошлом уроке мы сделали наглядный пример, показывающий, как связаны между собой Action, Intent и Intent Filter. На этом уроке продолжим тему. Есть две новости, хорошая и хорошая. Первая новость. Intent Filter может содержать в себе несколько Action. Тем самым Activity дает понять, что она способна на несколько действий. Например, не только просмотр картинки, но и редактирование. Получается, что Activity может подойти разным Intent с разными Action. Вторая новость. Activity, которая была вызвана с помощью Intent, имеет доступ к этому Intent и может прочесть его атрибуты, то есть может знать, какой Action использовался. Мы сделаем следующее. Создадим Activity и настроим Intent Filter на Action равным RuStartAndroid Intent Action ShowTime и Action равным RuStartAndroid Intent Action ShowDate. Тем самым мы обозначаем, что эта Activity способна и время показать, и дату. Далее мы будем создавать Intent либо с одним Action, либо с другим. Они оба будут вызывать одно Activity. И чтобы Activity знала, показывать ему дату или время, мы будем читать Action из Intent и по нему определять. В общем, сейчас начнем делать и все станет понятно. Создадим проект. Открываем main.xml и рисуем две кнопки. Экран точно такой же, как и в прошлом уроке. Код для main activity Java тоже полностью из прошлого урока. Определяем кнопки, присваиваем обработчик Activity и вызываем Intent по нажатиям. Теперь мы сделаем Activity, которая будет ловить оба этих Intent. Для начала создадим layout файл info.xml. На экране у нас один текст view. Создаем Activity. Назовем его просто info. Код info.java. Мы получаем Intent с помощью метода getIntent. Читаем из него Action и в зависимости от значения формируем и выводим на экран текст. Не забываем прописать новый Activity в манифесте и создать ему Intent Filter с двумя Action и Category. И лейбл укажите Date, Time, Info. Intent Filter для Info содержит два Action. А значит, если придет Intent с любым из них, то Activity будет вызвана. Все сохраним и запустим. Жмем кнопку Show Time. Скорее всего, вы увидите следующее. Система предлагает нам выбор. То есть Intent с Action RuStartAndroid Intent Action Show Time нашел два подходящих Activity. То, которое Date, Time, Info, мы создали только что, тут все понятно. Вопрос, откуда второе с названием Intent Filter? Ответ. Это Activity Time из прошлого урока. Называется оно Intent Filter потому, что на прошлом уроке мы не прописали в манифесте лейбл для этого Activity, и система по умолчанию отображает название приложения. Если же система не отобразила диалог выбора, значит вы либо не создавали приложение с прошлого урока, либо пересоздали AVD. Либо где-то опечатка в коде. Выбираем Date, Time, Info и видим то, что только что кодили. Activity определила, что Intent был с Action равным RuStartAndroid Intent Action Show Time и показала время с текстом Time. Если же выбрать Intent Filter, увидим Activity с прошлого урока. Теперь попробуем нажать кнопку Show Date. Видим такой выбор. Снова видим наши Date, Time, Info и два Activity с прошлого урока. Все они содержат Action равный RuStartAndroid Intent Action Show Date в Intent Filter. И нам надо выбирать. Выберем Date, Time, Info и видим дату с текстом Date. Если же выбрать Date Basic или Date Extended, увидим то, что делали на прошлом уроке. Обычную дату и расширенную. Мы увидели, что одно Activity может быть вызвано с помощью Intent с разными Action. Activity может прочесть Action и выполнить необходимое действие. Также мы убедились, что Intent ищет Activity по всем приложениям в системе. В этот раз он нашел Activity из приложения, которое мы делали на прошлом уроке. Пока все, а на следующем уроке передаем данные с помощью Intent. До встречи!